Всем привет! Давайте покажу, как взять авто за 700 тысяч рублей из Китая и продать у нас за 2,2 миллиона, выдавая за свое. Мантуров и Собянин все-таки запустили сборку китайского москвича на бывшем заводе Renault. Инвестиции в завод в этом году составят 10 миллиардов рублей. Единственное хорошо, что люди на заводе продолжают работать. А так это по сути банальное прикручивание колес, которые открутили при транспортировке из Китая в Россию, чтобы избежать таможенной пошлины. Даже шины и аккумулятор под капотом китайские, а не наши. И самое главное, цена москвича далеко не народная, как обещали. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Уже сейчас некоторые нормальные дилеры в России, чтобы иметь хоть какие-то продажи, распродают остатки автомобилей по адекватным ценам. Их немного, но они есть. Посмотреть все горячие предложения вы можете, перейдя по ссылке в описании. Выберите на сайте Автоспот в поиске интересующий вас автомобиль, и вы увидите самые выгодные цены в России на данный момент. Помните, Автоспот сэкономит вам деньги. Ссылку на автомобили с адекватной ценой я оставил в описании. Пользуйтесь. Теперь вместо Дастера и Каптюра собирается серийный Москвич 3. Стоит отметить, что французы перед уходом вырубили все программное обеспечение на заводе Renault. Это лишний раз подтверждает о невозможности национализации заводов. Без программного обеспечения все станки превращаются в груду железа. В сегодняшнем состоянии на заводе Москвич можно только прикручивать колеса, устанавливать мотор и подвеску в сборе, чем и занимаются рабочие. Никаких других операций проводить нельзя. То есть новый Москвич 3 собирается на заводе Джак в Китае, с него снимают двигатель, подвеску и колеса, привозят в Россию, собирают все на место и продают по той же цене, а то и дороже, чем просто бы стоил этот Москвич, привезенный из Китая в сборе. Да, согласен, изначально Москвичи и Жигули были рестайлингом иномарок, но раньше заводам принадлежали лицензии на материалы, технологии и комплектующие. А сейчас все может повториться, как с французами. Уйдут китайцы, и мы станем на те же грабли. Нужен технологический суверенитет, опора на собственные силы и отрыв от мировой конкурентной среды. В день презентации нового Москвича, вечером после отъезда Мантурова и Собянина, пустили на завод нас, журналистов. Заводчане и сотрудники Москвича имитировали сборку на конвейере, а мы должны были это снимать и преподносить как что-то грандиозное. Разобрать и собрать. Капец гениальный план по возрождению марки. Да у нас каждый мастер в гараже может это делать. А тут целый конвейер полгода думали, как запустить. И ничего же китайцы не поменяли. Все оборудование осталось от Renault, даже гайковерты и сварочные клещи. Лучше бы взяли японские авто и просто перекидывали на конвейере руль с правой стороны на левую, и было бы всем счастье. Ну и обещанная мною шутка юмора. Трубоукладчики очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вам возрожденный Москвич? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, если вы хотите чего-нибудь добиться, у вас должно хватать мужества на неудачи.